Привет, друзья! Привет, мои подписчики! Сегодня хочу поговорить с вами о том, вообще стоит ли ехать в Чили в 2026 году. Меня об этом сейчас часто спрашивают. И также спрашивают об оставшихся способах легализации, которые работают на данный момент. Перед тем, как начать, хочу поблагодарить всех, кто подписался на мой канал, кто оставляет интересные комментарии и также помогает каналу материально с помощью донатов. Ведь чтобы записывать полезные видео, нужно подготовить информацию, а ваши donaciones мотивируют и помогают не перегореть в этом нелегком деле. Информацию про то, как можно поддержать канал, я добавила в описании внизу. Это можно также сделать из России через обычную систему быстрого перевода Сбербанка или другого банка. Если вы находитесь за границей, то это можно сделать через PayPal. На прошлой неделе у меня случилась неприятность. Перестал работать мой жесткий диск, не жесткий диск, а USB-флешка большого объема, на которой у меня была вся информация для моих будущих роликов. Были фото, были отснятые видео, было много очень хорошего материала, но все полетело, так сказать, под хвост. Вот, поэтому будем собирать все заново. Итак, стоит ли ехать в Чили сейчас в 2026 году? И зачем, если действительно сюда ехать? И сейчас я не говорю про туризм, потому что туризм, он всегда здесь очень классный, очень много интересных мест, природа просто шикарная на юге. Я надеюсь, что я еще туда доберусь и тоже засниму для вас отличные, крутые видео. И действительно много что есть посмотреть, и Чили в этом смысле очень страна разнообразная. Но я сейчас говорю именно о том, стоит ли ехать в Чили, чтобы жить сейчас. Кто-то рассматривает Чили как тихую гавань для отдыха на пенсии. Особенно это касается европейских пенсионеров, американских пенсионеров, у которых, собственно, их пенсии позволяют себе такой уровень жизни. Знаю людей, европейцев, которые хотят купить квартиру у моря, у океана, либо домик в Патагонии и жить там. Размер их пенсии позволяет получить ВНЖ, а потом и ПМЖ по типу легализации рантье, то есть по пассивному доходу. Другая категория, кто хочет просто попробовать пожить полгода-год, посмотреть, как оно здесь в Чили все устроено, понравится ли климат, понравятся ли местные традиции, какой-то местный уклад жизни. И у меня часто спрашивали про ноумад-визу. Кто не знает, это такой тип визы, который позволяет жить в одной стране и работать официально удаленно на другую страну или на клиентов в другой стране. Насколько я знаю, такой тип визы можно получить в Испании, в Португалии и еще в других странах. Но в Чили такого именно типа визы нет. Тоже относится к типу визы по ИП, по индивидуальному предпринимательству или по доходам. Меня тоже спрашивают, если у меня есть постоянный доход, я работаю, могу ли я получить визу жить легально в Чили? Ответ нет. Про визу по ИП я уже писала, рассказывала вам в предыдущем видео, которое я вот здесь ссылочку на него размещу. То же самое касается доходов онлайн. Доходы онлайн не дают основания для ВНЖ в Чили. Еще одна другая категория людей, которые приезжают в Чили, это которые хотели получить чилийский паспорт для своего ребенка. То есть они хотели приехать, родить ребенка, получить паспорт и свалить. Теперь эта категория у нас захлопывается. Сейчас уже визы так не выдают родителям с туристическим статусом, не регистрируют их детей как чилийцев. Должна отметить, что это не новый закон, что это уже давно существующая статья 10 Конституции, просто раньше этот закон применяли немножко неправильно, не так, как он был заложен изначально. Сейчас решили эту оплошность исправить, и вот такое вот ужесточение, как бы ужесточение появилось. И это касается не только детей, которые рождаются сейчас по туристическому статусу родителей, но также касается тех, кто был рожден 2-3 года назад. Родителям детей начали приходить такие письма счастья о том, что их гражданство аннулируется. В документе написано, что после рождения ребенка родители сразу покинули Чили, сразу же уехали. Это значит, что у них не было намерения проживать в Чили постоянно, и значит, они считаются транзитными туристами. А детям транзитных туристов паспорт не положен.
То есть мы видим, что уже пересматривает ранее выданное решение о предоставлении паспорта. Законно это или нет? Возможно и нет, но сейчас они разбираться, видимо, не будут. Они просто всем разошлют письма, а потом уже добро пожаловать в суд и оспаривайте уже там. И в суде нужно будет доказать, что вы действительно хотели остаться жить в Чили, предоставлять какие-то доказательства, именно фактически, а не просто слова, что да, я хотел жить в Чили. Нет, так в Чили здесь не работает судебная система. У ребенка, тем не менее, остается возможность запросить чилийское гражданство, когда ему исполнится 18 лет. Но, опять же, для этого нужно подтвердить связи со страной. С чего такие изменения, спросите вы? А, скорее всего, на 100%, я думаю, так оно есть, что потому что у нас в марте пришел к власти новый президент Антонио Каст, и он в своей предвыборной программе, одним из пунктов его программы была борьба с нелегальными мигрантами. Сейчас я вам расскажу несколько интересных фактов про этого человека. Он баллотировался в президенты уже 3 раза. Последний раз, вот, как я вам уже сказала, был успешным. По образованию он юрист, адвокат и многодетный отец. У него 9 детей и все с одной женой, с которой он уже состоит в браке много лет. Его отец Майкл, или если читать по-немецки Михаэль Каст, иммигрант из Германии, приехал после Второй мировой войны и состоял в нацистской партии НСДАП в молодости. Служил в армии лейтенантом. В 1950 году он приехал в Чили и поселился в коммуне Буин. Это сейчас в современном Сантьяго находится в регионе. В Чили он занялся бизнесом и основал колбасное производство. Его брат Мигель Каст занимал пост министра и президента Центрального банка во время диктатуры Аугусто Пиночета. В своей предвыборной кампании Каст обещал бороться с нелегальными мигрантами, так как эта проблема уже давно назрела. И чилийцы были уже сыты по горло ростом преступности, и этот рост преступности, по статистике, большинство преступлений совершается именно нелегальными мигрантами, в основном из Венесуэлы. И вот на этой волне недовольства его и выбрали. Он крайне правый политик с очень радикальными взглядами. Поэтому, в принципе, можно было ожидать каких-то жестких мер в отношении миграции. Я думаю, что это еще не все, что что-то в этом направлении еще будет продолжаться, какие-то изменения. Может быть, даже они пересмотрят категории в сторону ужесточения. Что касается нелегальных мигрантов, теперь они не будут иметь доступа ко многим льготам. Я сама была удивлена, сколько у них действительно льгот, которыми они могут пользоваться. И они при этом въехали в страну нелегально, то есть перешли границу без какого-то контроля. Они могли также взять временный РУТ, пользоваться медицинскими услугами, устраивать своих детей в школу, и все это бесплатно. Вот настолько вот было к ним лояльно предыдущее правительство Борича. Будут ли менять в целом основания для подачи на ВНЖ, пока неизвестно, ничего не слышала. Но, в принципе, не удивлюсь, если будут пересматривать и ужесточать тоже в этом направлении. Кто реально остается жить в Чили? Сейчас не говорю про нелегальных, опять же, мигрантов, которые пересекают границу именно для того, чтобы остаться, да, и промышляют грабежами, воровством. Не говорю про них, говорю про легальные категории, кто здесь остается. Во-первых, это те, у кого есть постоянный, стабильный пассивный доход. Ну вот, как я уже говорила, подпадают под эту категорию европейские пенсионеры. Почему выбирают Чили, как мне рассказывали, что здесь меньше налоги, дешевле жизнь, чем в Европе, дешевле земля в том числе. Поэтому вот выбирают Чили. Кроме того, остаются те, у кого есть стабильный доход, не завязанный на местный рынок. То есть те, кто работают удаленно. Потому что если зависеть от все-таки местного уровня зарплаты, то уровень жизни, скорее всего, окажется меньше, ниже ожиданий. Далее остаются те, у кого получилось легализоваться и закрепиться в системе. Например, это родивший здесь ребенка, опять же, получивший ВНЖ и с перспективой на получение в будущем гражданства. Первые годы иммигрантам, иностранцам в Чили может быть довольно-таки тяжело, потому что система здесь завязана на таких вещах, к которым они не были готовы. Например, тот же самый РУТ. Это как у нас ИНН, то есть индивидуальный номер налогоплательщика. Но у них этот РУТ, он требуется практически везде.
Когда ты иностранец и только приехал, и даже если ты уже подал на свое ВНЖ, у тебя РУТ не будет, пока вам его не одобрят, пока вам не одобрят ваше ВНЖ. А это, как я уже говорила, может занять до года, 1,5 года. А без РУТ этого не можете не открыть счет в банке, не совершить даже некоторые покупки онлайн. Некоторые магазины онлайн требуют это обязательно. Далее, даже когда вы получили уже свой РУТ, банковская система здесь работает так, что просто так карточку вам не дадут, просто на основании РУТ. Вы должны подтвердить, что у вас есть регулярный доход, то есть у вас должна быть работа, и вам на счет должны поступать регулярные деньги, чтобы вам дали эту несчастную карточку. Поэтому иммигранты долгое время могут жить в стране даже без нормального банковского обслуживания. Я сейчас сама также без карточки, потому что у меня еще нет РУТ, и я пользуюсь карточкой моего мужа. Как выходит из ситуации? Находят представителя здесь в Чили с дефинитивой, либо чилийца с гражданством, и он выполняет за иммигранта все действия необходимые. Ставит подписи, ходит в банки. То есть до того, как вы получите свой ВНЖ, вам нужен будет в Чили такой вот легальный представитель. Что еще разочаровывает иммигрантов вот сразу, как только они приезжают? Это низкие зарплаты в Чили, в принципе. Последнее в этой части, о чем я хочу сказать, что дается тяжело, и о чем многие не знают, когда сюда едут, это о том, что без испанского здесь никуда. Я об этом уже говорила в моем видео про плюсы и минусы в Чили. Здесь размещу ссылку. Что здесь на английском практически никто не понимает. И испанский это вот прям необходимость 100%. И даже бывает, что базового уровня недостаточно, потому что нужно идти в миграционную, нужно идти в налоговую, если у вас тут открывается свой бизнес. И там все на испанском. Естественно, это специфическая лексика, специфические слова, которые только что приехавшему будет понять очень тяжело. Опять же, для этого в этих целях используют легального представителя здесь в Чили, чтобы самому этим не заниматься. Что касается налогов, система тоже даже не очень понятная для новичков. Нужно регистрироваться на сайте, там в определенное время в году подавать эту декларацию, что облагается налогом, что не облагается налогом. Даже сами чилийцы особо в этом не разбираются. Поэтому у моего мужа столько работы, потому что он тоже адвокат по налогам, и к нему часто обращаются, а вот это вот нужно декларировать, а это не нужно декларировать, а почему так, а вот у меня фирма, а я получаю доход оттуда, а я не получаю вот отсюда, нужно ли мне подавать декларацию или нет. Какие главные ошибки иммигрантов я вижу вот с моей субъективной, конечно же, точки зрения? Первая очень важная и часто встречающаяся ошибка, которую я наблюдаю, это доверять на 100% чату GPT. Особенно в вопросах визы и особенно в вопросах юридических. Но здесь, так говорится, доверяй, но проверяй. Это вот должно быть прям ваше правило в данном случае, если вы пользуетесь чатом GPT. Мне часто в директ пишут люди, которые спросили у чата GPT про визы в Чили, и чат GPT им выдал какой-то тип визы, который в Чили вообще не существует. Может быть, он, конечно, когда-то и был, может быть, это сведения устаревшие, но сейчас в законодательстве его нет. Так мне писали, что информацию от чата GPT, что есть виза по индивидуальному предпринимательству, что в Чили есть номад-виза, что если у тебя финансовый доход в Чили, то ты можешь тоже там какой-то тип визы потребовать. То есть много всякого, что не имеет к реальности никакого отношения. А человек уже начинает строить свой план иммиграции, легализации в Чили на основании вот этой вот неправдоподобной, недостоверной информации из чата GPT. В Чили миграционная система очень конкретная и формальная. На сайте четко прописаны эти 15 категорий, по которым можно податься на визу. И плюс еще там есть одна про беженство, но она отдельно стоит, потому что как бы там другой подход. Но если вы все-таки пользуетесь чатом GPT, хотите научить его давать вам достоверную информацию, я вам дам совет, как написать правильно. Задавайте ему правильные условия поиска, чтобы он искал только по официальным источникам, чтобы он давал обязательно ссылки и цитаты, где он это взял, с каких сайтов,
Именно не пересказ того, что он где-то там нашел, и вам он пересказал, а именно сами цитаты. Так вот, когда спрашиваете, есть ли такая-то виза в Чили, например, да, и пишете, смотри по официальным источникам, давай ссылки, только проверенную информацию, не пересказ. Вот в таком вот ключе. И вторая ошибка, которую совершают иммигранты, но это чисто мое субъективное мнение, со мной могут не соглашаться в этом вопросе. Я считаю, что это ошибка пытаться, как сказать, нагнуть систему. Найти какой-то быстрый путь, схему обхода, обойти правила, ускорить процесс. И вот как раз об ускорении процесса сейчас я скажу. Если рассмотрение вашей заявки на ВНЖ, ПМЖ, гражданство затягивается более чем на 6 месяцев, установленных административным кодексом Чили, то у вас появляется формальный повод подать жалобу через адвоката в апелляционный суд, который, в свою очередь, жалобу, конечно же, отклонит, но он может обязать миграционную службу вынести решение или продвинуть вашу заявку на следующий этап в течение 6 дней, либо в разумный срок. Но надо понимать, что это, во-первых, не гарантирует положительного решения по вашей заявке, а в случае решения в разумный срок, то это, по сути, для вас вообще ничего не меняет. То есть результат итоговый остается нулевым, но вы потратили деньги на адвоката, вы потратили деньги на суд. Естественно, я сразу пошла к мужу и спросила, реально ли ускорить процесс этот бюрократический, реально ли способ этот работает, потому что я у нас в группе русскоязычных читала, что да, действительно так делают, подают жалобы, и это как бы ускоряет процесс. Но что интересно, мой муж-адвокат посоветовал этого не делать, по крайней мере, если только у вас дело совсем не зависло и уже там не находится более 1 года. Почему не делать? Потому что чилийская система, она не любит, когда на нее давят, заставляют принимать решения. И если вы пытаетесь вот так вот ускорить процесс, надавить на систему, они могут специально найти любой повод, чтобы вам отказать. А я думаю, что если они хорошо покопаются, то они его найдут. То есть, если дело действительно не двигается, действительно вот зависло и уже все, непонятно, что с ним, тогда да, этот способ можно применить. Но если прошло всего несколько месяцев свыше установленного срока, и вы хотите ускорить процесс, то в большинстве случаев это ни на что не повлияет. Вы только просто потратите все свое время. Также видела в группах, интересно, тоже сейчас скажу, люди ищут какие-то контакты, лазейки, не только русскоязычные, другие, там, по-моему, были из других стран Латинской Америки, которые ищут контакты с кем-то из миграционной службы, кому можно будет заплатить, чтобы вот ускорили рассмотрение, да. Так вот, это вот уголовно наказуемо, так как для ускоряющего, так и для вас, как пользователя этой услуги. Поэтому лучше 1000 раз подумать, прежде чем пользоваться такими серыми схемами. Говоря про менталитет Чили, про традиции, вообще все как тут устроено, Чили очень следует линии США. Здесь любят повторять праздники США, традиции США. В общем, все, что связано с США, все так и делаем. Чили копирует не только свои традиции, но и законы США. Поэтому законодательные изменения там могут напрямую повлиять на законы здесь. Почему я об этом сейчас говорю? Потому что сейчас в США рассматривается дело в Верховном суде о законности указа президента, который предлагает ограничить гражданство по рождению. Суть инициативы – не давать автоматическое гражданство детям, родившимся в США, если их родители не являются гражданами или не имеют постоянного статуса, например, находятся нелегально или по визе. В Конгрессе США также рассматривается законопроект Birthright Citizenship Act. Он предлагает отменить автоматическое гражданство по рождению и давать его только если бы хотя бы один из родителей гражданин или имеет грин-карту. Но это пока только инициатива, и еще закон не был принят. Но общий тренд уже понятен на ужесточение миграционных правил, миграционной политики и пересмотр того, что считалось гарантированным. В Чили очень сильно смотрят на то, что делают там в США. А Каст, наш нынешний президент, он вообще сторонник Трампа, поэтому то, что происходит в США, аукнется и здесь, в части миграционной политики. Можно ли сейчас легализоваться в Чили?
Можно сейчас, в 2026 году, сейчас у нас апрель, и действуют все те же правила, которые были раньше, которые указаны на сайте миграционной службы. Никаких изменений пока не было, и также не было никаких пересмотров. Что касается визы по работе, например, да, искать работу здесь в Чили это не очень хороший вариант, я бы сказала, бесперспективный, потому что для любой практически работы, да даже без практически, наверное, для любой работы здесь в Чили, вам нужно хорошо владеть испанским. Вы не сможете конкурировать с местными, для которых испанский является родным языком. Я недавно хотела взять подработку по теме бухгалтерии. Там нужно было просто заполнять экселевские таблички, там час-два в день, там не больше, очень такая лайтовый вариант работы за $200 в месяц. Но у меня этого не получилось, потому что хозяин компании хотел разговаривать с этим человеком по телефону, хотел ему объяснять, что куда заполнять, именно напрямую. И так как я по-испански, конечно, говорю на бытовом уровне, но для рабочего уровня этого было бы недостаточно. Поэтому, естественно, эта работа пролетела мимо меня. Кроме того, вам нужно иметь в виду, что первое время у вас не будет документов. Разрешение на работу у вас появится только когда ваша заявка на ВНЖ будет принята миграционной службой. Но опять же, вам тогда не дадут труд. Вы теоретически можете работать, но компании без РУТ нанимают очень неохотно, практически не нанимают. То есть это вы тоже должны иметь в виду, и поэтому на первое время у вас должно быть достаточное количество денег, чтобы прожить в Чили без работы. Как же все-таки тогда реально заработать в Чили, если работу найти сложно? Я бы сказала так, здесь всегда можно заработать на услугах. Я вижу дефицит хороших специалистов в области строительства, сантехники, ремонтных работ, садовников, клининга, установщиков кондиционеров. Здесь летом жарко, зимой прохладно, поэтому кондиционеры активно используются. Если вы станете крутым специалистом, я думаю, что ваши услуги будут всегда востребованы. То же касается установщиков бассейнов. Тут частные дома вот у нас в округе, многие имеют свои бассейны. А это нужно сначала спроектировать бассейн, потом его установить, то есть нужно выкопать какой-то котлован, установить бассейн, установить все трубы для него, установить фильтры. Но и на этом тоже не заканчивается, его же нужно постоянно чистить и также заменять фильтры и проводить ежегодное обслуживание. То есть это вот все услуги, которые здесь реально востребованы. И я думаю, что если вы обратите внимание не на поиск работы, а вот именно на создание собственной компании, которая оказывает какой-либо вид услуг, я думаю, что вы хорошо заработаете в Чили, особенно учитывая, что новый президент обещал снизить налоги для частного бизнеса. Но в этом тоже нужно быть аккуратным, в этом бизнесе, потому что высокий ценник здесь реально отпугивает клиентов, потому что большинство жителей Чили имеют не такой высокий доход, и многие просто не могут позволить себе дорогие услуги. То есть надо вот баланс этот как-то соблюсти. Далее туда же все, что касается еды. Еда это всегда актуально, особенно здесь в Чили, особенно если это дешево, вкусно, доступно. Может быть, еще необычно. Чилийцы, в принципе, готовы попробовать что-то новое. Недавно познакомилась с ребятами, у которых есть свой трак, и они с этим фудтраком ездят на ярмарки, там, где очень много народу, хороший оборот получается. И они продают тырдельники, не знаю, кто-то знает, кто-то нет, на фоточку поставлю. Пельмени, блинчики с мясом, очень вкусная еда у них. И чилийцы с удовольствием это пробуют. Что еще можно? Еще можно печь тортики, пирожные, потому что чилийцы обожают просто сладкое. И охотно тоже заказывают на день рождения детям, себе какие-то специальные тортики именно к этому событию. А то, что продается в супермаркетах, наверное, в 80% содержит очень, до хрена просто много сахара и манхар. Манхар, вот это вот как вареная сгущенка, немножко другая, но очень похожа на вареную сгущенку. Она здесь продается везде, и они ее пихают вот во все тортики, во все пирожные. Это очень сладко. Я
любитель сладкого, я могу съесть тортик хороший, но вот этот мархар от маленького кусочка у меня уже все, я уже не могу больше его есть просто. Это очень сладко даже для меня. Сейчас еще отвечу на 2 вопроса, которые мне задавали в комментариях под моими видео. Кстати, заходите, тоже пишите вопросы, буду на них отвечать в следующих роликах. Первый вопрос это был про ультрафиолетовое излучение. Да, действительно, в Чили очень высокий показатель ультрафиолетового излучения, особенно летом. Он доходит аж до 12 и выше даже может быть, насколько я смотрела. А что значит это показатель? Это значит, что вы можете обгореть буквально за минуты. Особенно вот белокожие, такие как я, могут обгореть просто вот в моменте. Можно ли при этом жить в Чили? Да, можно. Я всегда, когда выхожу летом, всегда на голове у меня какая-то панамка, либо кепка. Причем я также прячу волосы, потому что они тоже очень сильно выгорают и становятся сухими. На лицо всегда я наношу солнцезащитный крем. Здесь они продаются, их очень много, 50-ки эти SPF 50. Вот, на лицо, ну, на все открытые участки тела. Также можно закрывать руки какими-нибудь льняными рубашками, на ноги льняные какие-нибудь брючки, и это как бы нормально, этого достаточно. То есть, ну, ничего прям такого сильно страшного нет. Закрывайтесь, наносите крем, одевайте шапочку. Все как везде. И еще один был вопрос, тоже близкий к этой теме, это загрязнение воздуха в Чили. Про все Чили я не могу сказать, потому что я еще не была. Но я посмотрю специально показатели и, может быть, даже найду для сравнения какие-то другие города. И сейчас в видео их поставлю. Но у нас вот в нашем регионе я не думаю, что тут воздух загрязненный, потому что здесь постоянно ветер, вот даже сейчас. Тут все очень хорошо проветривается, у нас рядом океан. И машин, в принципе, тоже не так много, концентрация. Поэтому здесь с этим все в порядке. Что я слышала, действительно загрязненный воздух, где это в Сантьяго, потому что город, он окружен горами, и это влияет на проветриваемость. То есть газы вот эти все от машин, они не выветриваются, их не выдувает ветром. И поэтому, когда ты ходишь в Сантьяго, когда снимаешь далеко вот панораму там с горы, например, ты можешь видеть, что вот там на горизонте все немножко такое в туманчике. Я вот сейчас, если я найду видео, я вставлю, покажу, как я снимала Сантьяго, и там это можно увидеть, в принципе. Но это вот видно на фото. Когда там ходишь в самом городе, ты сам по себе этого не ощущаешь. Итак, стоит ли ехать в Чили жить в 2026 году? Я бы сказала, что да. Если у вас есть план по легализации, если вы подпадаете под какую-то из этих категорий сейчас или в будущем, если у вас есть какие-то отложенные деньги, жить на полгода-год без работы, без доходов, если у вас есть пассивный доход, если у вас есть удаленный доход, удаленная работа, то я бы сказала, что да, почему нет, можно рассмотреть Чили как страну для проживания. И я бы сказала, что нет, если у вас нет оснований для легализации, нет денег на первое время, и возраст не позволяет крутиться и работать руками. Ну и, конечно же, вот в этом же случае, если у вас еще и испанского нет, то это совсем уже, как бы, как говорится, no-go. Сегодня это все, о чем я хотела вам рассказать. Подписывайтесь на канал. Когда у меня будет больше 1000 подписчиков, до этого еще так далеко, конечно, я понимаю, но когда будет больше 1000, можно будет проводить онлайн-встречи, где в онлайн я смогу отвечать на ваши вопросы. Будет очень интересно, я думаю, такой формат посмотреть. Пишите в комментариях, о чем вам еще рассказать про Чили. Я знаю, что меня просили про медицину и образование, но я не хочу делать видео без какой-то конкретной информации пока что, поэтому я собираю. Про медицину я уже почти насобирала. Факты интересные, стоимости по медстраховкам я уже насобирала. С образованием чуть хуже, потому что это нужно именно крутиться вот в этой системе, а так как у меня детей пока нет, поэтому я немножко от этого далека, мне нужно найти людей, которые именно с этим знакомы. Поэтому подписывайтесь на канал. Ждите новых роликов, задавайте вопросы. Всем пока-пока.